Всем привет, меня зовут Юля, и вы на канале Клубок желаний. Я связала вот такую круглую ажурную кокетку и хочу поделиться с вами этим замечательным узором. Видео я разделила на несколько частей, и в первой части видео я вам показала все необходимые расчеты для вязания такой кокетки. Расчеты делала по методу Элизабет Циммерман и показала, как определить высоту кокетки для вашего размера, как посчитать, сколько петель у вас должно быть на спицах перед тем, как вы поделите их наперед, на спинку и на рукава, как определить, сколько раппортов необходимо взять для вашего размера и сколько петель набрать для первого наборного ряда. Также мы посчитали, сколько петель мы должны отложить на рукава, наперед, на спинку и на 2 подреза. Если вы не посмотрели первую часть видео, то обязательно посмотрите. Все ссылочки я оставлю в описании под этим видео, а также добавлю подсказки. А в этой части видео я хочу показать вам, как вяжется этот замечательный узор. Впервые этот узор я увидела на канале Мания вязания у Ольги. У нее была связана очень красивая бирюзовая кофточка, но, к сожалению, схема узора у нее была начерчена от руки. Я порылась в интернете и в свободном доступе нашла вот эту схему. Единственное, я изменила узор вот этой дорожки. Свою схему я сделала в программе Томика, и там немножко отличаются условные обозначения. В этой схеме накид обозначается кружочком, в моей схеме накид в виде подковы. В этой схеме 3 петли вместе лицевой петлей обозначается в виде куриной лапки, в моей же схеме это галочка с цифрой 3. На образце я провязала обе дорожки. Вот эта дорожка вывязана по схеме, которую я взяла в интернете. А вот это мой вариант дорожки. И на мой взгляд, моя дорожка более эффектная и больше подходит для такой тонкой пряжи. Если вы хотите связать вот такую дорожку, то вяжите по этой схеме. Если вы хотите дорожку, как у меня, то вяжите по моей схеме. Обе схемы я вам оставлю в описании под этим видео. Вы сможете скачать их в хорошем разрешении. В первой части видео я посчитала, что на мой размер, на мой обхват груди необходимо взять 14 раппортов. Так как в первом ряду раппорт состоит из 8 петель, значит для первого наборного ряда необходимо набрать 112 петель. Провязала я необходимую высоту кокетки. Сейчас у меня в раппорте 20 петель. На спицах у меня сейчас 280 петель. Я посчитала, что на рукав мне необходимо отложить 54 петли. Наперед я взяла 91 петлю. И на спинку у меня осталось 81 петля. На подрезы я возьму по 14 петель. Для вязания я выбрала вот такую турецкую пряжу от Yarn Art. Называется «Стиль». В 50 граммах 185 метров. В составе 67% хлопка и 33% вискозы. Производитель рекомендует вязать спицами 3 мм и крючок использовать также 3 мм. Номер цвета у меня 666. Я буду вязать вот на таких спицах. Это спицы от фирмы Ади, 3 мм длиной 80 см. На спице номер 3 набираю необходимое количество петель плюс 1 петлю для замыкания в круг. Мне необходимо набрать 112 петель плюс 1 петлю. Набираю сразу на обе спицы самым обычным способом. Теперь распределяем петли по спицам. Проверяем, чтобы косичка не перевернулась. У меня спицы на длинной леске, поэтому я где-то посередине вытащу леску, чтобы мне было удобнее вязать. Смотрю внимательно, чтобы ничего не перевернулось. И теперь нам необходимо вязание замкнуть в круг. Для этого первую петлю с левой спицы переносим на правую спицу, а петлю с правой спицы набрасываем на эту петлю. И хвостики ниточек хорошенько затягиваем. Все, мы вязание соединили в круг, и теперь вяжем первый ряд узора.
Первый ряд узора, первая петля изнаночная, 3 лицевые изнаночные, это петли дорожки. И петли треугольника 3 лицевые петли. И так вяжем далее, раппорт узора повторяем, изнаночная, 3 лицевые изнаночная, 3 лицевые петли. Начинаем вязать первый ряд, обязательно повесьте маркер, чтобы вам знать, с какого места у вас начинается каждый ряд. Первую петлю провязываем изнаночной петлей. 3 лицевые петли, изнаночная петля, 3 лицевые петли. Далее раппорт узора повторяем. Изнаночная петля, 3 лицевые петли, изнаночная петля, 3 лицевые петли. Итак, вяжем до конца ряда. В конце ряда у вас должно получиться изнаночная, 3 лицевые петли. Если у вас так не получается, значит вы где-то допустили ошибку. Следующий ряд у нас второй, он у нас четный, и четные ряды мы вяжем все по узору. Над изнаночной вяжем изнаночную, над лицевой вяжем лицевую. Над изнаночной провязываем изнаночную петлю, над лицевой лицевую петлю. И обратите внимание, я вяжу бабушкиным методом провязывания петель, и изнаночная петля на спице у меня лежит вот так, левой стеночкой вперед. И чтобы у меня петля изнаночная получилась не скрещенной, мне приходится ее провязывать за заднюю стенку, и нить я подхватываю под спицей. Если же вы вяжете классикой, то изнаночная петля у вас на спице располагается вот таким образом, правой стеночкой вперед. И чтобы ее провязать, вы ее провяжете за переднюю стенку, подхватывая нить над спицей. У меня же изнаночная вот так лежит на спице, поэтому мне приходится провязывать ее за заднюю стенку. И вяжем дальше изнаночная петля, 3 лицевые петли, изнаночная петля, 3 лицевые петли. С третьего ряда начинаем вывязывать перекрестие в дорожке. Первая петля изнаночная, накид, 3 лицевые петли провязываем вместе лицевой петлей, накид, изнаночная петля. В треугольнике накид, 3 петли вместе лицевой петлей и накид. Когда мы провязываем 3 петли вместе, в дорожке у нас эти 3 петли выглядят вот таким образом, а в треугольнике вот они, 3 петли вместе, выглядят вот так. Третий ряд узора. Первую петлю провязываем изнаночной. Я вяжу изнаночную за заднюю стенку. Если вы вяжете классикой, то провязывайте изнаночную за переднюю стенку. Далее делаю накид. После изнаночной я буду делать накид вот так. Вы делаете накид в любую сторону, но мне так удобнее. Вот после изнаночной делаю накид вот так. Далее провязываем 3 петли вместе, провяжу их сразу 3 вместе, ввожу спицу под 3 петли, вот так, и провязываю их вместе лицевой петлей. И ниточку хорошенько подтягиваем. После лицевой буду накид делать вот так. Провязываю изнаночную петлю. Мы провязали петли дорожки. Далее вяжем петли треугольника. Делаю накид. После изнаночной накид делаю вот так. 3 петли провязываю вместе лицевой петлей. Также ввожу спицу сразу под 3 петли. И провязываю их сразу лицевой петлей за заднюю стенку. Подтягиваю ниточку и перед изнаночной петлей снова делаю накид, но уже вот в эту сторону. Провязываю изнаночную петлю. Все, раппорт узора повторяем. Делаем накид, перед лицевой петлей делаю накид, 3 петли вместе, провязываю за задние стенки лицевой петлей, делаю накид и провязываю изнаночную петлю. Девчонки, почему я именно так делаю накиды? Мне просто в следующем ряду будет более удобно вязать, но вы делаете накиды так, как вы привыкли. Еще раз вам покажу. Вот изнаночная петля. После нее у нас идет
лицевая петля. Когда мы вяжем лицевую петлю, мы нить заводим за работу и провязываем лицевую петлю. Но мне перед лицевой петлей нужно сделать накид. Я также завожу ниточку за работу и делаю накид вот так. Видите, у меня нитка находится за спицей. Вот, делаю я накид, провязываю 3 вместе лицевой петлей. По-другому покажу вам, как можно их провязать, немножко полегче. Первую петлю снимаю, 2 петли провязываю вместе лицевой петлей за задние стенки. И снятую петлю набрасываю на провязанные. Получается то же самое. Подтягиваю ниточку и далее делаю накид уже перед изнаночной петлей. Когда мы вяжем изнаночную петлю, мы переносим нить перед работой и провязываем изнаночную петлю. Но мне нужно сделать накид. Я также переношу нить перед работой, делаю накид. Вот так, видите, у меня нитка идет перед спицей. Вот. Делаю накид. И только тогда провязываю изнаночную петлю. Мне просто так удобнее вязать. Все, после изнаночной петли у нас идет лицевая. Делаю накид, завожу нить за работу. Вот нить у меня за спицей. Делаю накид. Провязываю 3 петли вместе лицевой петлей. Подтягиваю ниточку перед изнаночной, завожу нить перед работой, делаю накид, у меня нить перед спицей, вот видите, и провязываю изнаночную петлю. И так вяжем до конца ряда. В конце 3-го ряда не забудьте сделать накид. Вяжем 4-й ряд. В 4-м ряду провязываем все петли по узору. Над изнаночной провязываем изнаночную петлю, накид провязываем лицевой петлей, лицевую провязываем лицевой петлей, накид провязываем лицевой, над изнаночной провязываем изнаночную, накид провязываем лицевой петлей, над лицевой петлей провязываем лицевую петлю. И так вяжем до конца ряда. 5-й ряд узора. Если вы хотите вывязывать дорожку, как в этой схеме, то 5-й ряд узора вяжем изнаночная, 3 лицевые петли, изнаночная петля. Если же вы хотите вывязывать дорожку, как у меня, то 5-й ряд вяжете так же, как и 3-й. Изнаночная, накид, 3 лицевые петли вместе лицевой петлей, накид, изнаночная петля. В треугольнике делаем накид, 3 лицевые петли, накид. Далее раппорт узора повторяем. 5-й ряд, первую петлю провязываем изнаночной петлей. Делаем накид, 3 петли провязываем вместе лицевой петлей за задние стенки. Делаем накид, изнаночная петля. Мы провязали петли дорожки. Далее вяжем петли треугольника. Делаем накид. Провязываем 3 лицевые петли и накид. Далее раппорт узора повторяем. Изнаночная петля, накид, 3 лицевые петли вместе. За задние стенки провязываем лицевой петлей. Делаем накид, изнаночная петля, накид, 3 лицевые петли, накид. И так вяжем до конца ряда. В конце 5-го ряда не забудьте сделать накид. 6-й ряд вяжем по узору, как все четные ряды. Над изнаночной вяжем изнаночную петлю, накид провязываем лицевой петлей, над лицевой провязываем лицевую петлю. И так вяжем по узору все четные ряды. 7-й ряд вяжем дорожку, изнаночная петля, накид, 3 петли вместе, лицевой петлей, накид, изнаночная петля. И петли треугольника, лицевая петля, накид, 3 петли вместе лицевой петлей, накид, лицевая петля. Вяжем 7-й ряд, первая петля изнаночная, делаем накид, провязываем 3 петли вместе лицевой петлей за заднюю стенку,
делаем накид, изнаночная петля. Мы провязали петли дорожки. Далее вяжем петли треугольника. Первая петля лицевая, накид, 3 петли вместе лицевой петлей за заднюю стенку, накид, лицевая петля. Мы провязали петли треугольника. Дальше раппорт узора повторяем. Изнаночная петля, накид, 3 петли вместе лицевой петлей за задние стенки, накид, изнаночная петля. Лицевая петля, накид, 3 петли вместе лицевой петлей, накид, лицевая петля. Далее раппорт узора повторяем и так вяжем до конца ряда. 8 ряд по узору я провязала. Далее будем вязать 9 ряд. Если вы хотите дорожку, как на этой схеме, тогда 9 ряд вяжете изнаночная, 3 лицевые петли, изнаночная петля. Если же вы хотите дорожку, как у меня, тогда 9 ряд вяжите так, как вы вязали 7 ряд. Изнаночная, накид, 3 петли вместе лицевой петлей, накид, изнаночная петля. В треугольнике вяжем все петли лицевыми петлями. Необходимо провязать 5 лицевых петель. 9 ряд, первая петля изнаночная, накид, 3 петли вместе лицевой петлей, провязываю за задние стенки, накид, изнаночная петля. Мы провязали петли дорожки. Далее 5 петель треугольника вяжем лицевыми петлями. Раппорт узора повторяем. Изнаночная петля, накид, 3 петли вместе лицевой петлей, провязываю за задние стенки, накид, изнаночная петля, 5 лицевых петель. И так вяжем до конца ряда. 10 ряд я провязала по узору. Далее вяжем 11 ряд. В дорожке провязываем изнаночную, делаем накид, 3 лицевые петли провязываем вместе лицевой петлей, накид и изнаночная петля. В треугольнике делаем накид, лицевая петля, 3 лицевые петли провязываем вместе лицевой петлей, лицевая и накид. Вяжем 11 ряд. Первая петля изнаночная, делаем накид, 3 петли провязываем вместе лицевой петлей за задние стенки, накид, изнаночная петля. Петли дорожки мы провязали. Далее вяжем петли треугольника. Делаем накид, лицевая петля, 3 петли вместе лицевой петлей за задние стенки, лицевая петля и накид. Далее раппорт узора повторяем. Изнаночная петля, накид, 3 петли вместе лицевой петлей, провязываем за задние стенки, накид, изнаночная петля, петли треугольника, накид, лицевая петля, 3 петли вместе лицевой петлей за задние стенки, лицевая петля и накид. И так вяжем до конца ряда. 12 ряд по узору я провязала. Далее вяжем 13 ряд. Если вы вяжете такую дорожку, то вяжите изнаночная, 3 лицевые петли, изнаночная. Если вы вяжете дорожку, как у меня, то вяжите изнаночная, накид, 3 лицевые петли вместе лицевой петлей, накид, изнаночная петля. В треугольнике первую петлю провязываем лицевой, накид, 3 петли вместе лицевой петлей, накид, лицевая петля. Вяжем 13 ряд. Первая петля изнаночная, накид, 3 петли вместе лицевой петлей, провязываю за задние стенки, накид, изнаночная петля. Мы провязали петли дорожки. Далее у нас петли треугольника. Первая петля лицевая, накид, 3 петли вместе лицевой петлей за задние стенки, накид,
лицевая петля. Далее раппорт узора повторяем. Изнаночная петля, накид, 3 петли вместе лицевой петлей, провязываю за задние стенки, накид, изнаночная петля. Это провязали мы петли дорожки. И петли треугольника, лицевая, накид, в эту сторону делаю накид, 3 петли вместе лицевой петлей, накид, лицевая петля. И так вяжем до конца ряда. 14 ряд по узору я провязала. Вот так у вас должно получиться. Первые 14 рядов вам могут показаться какими-то непонятными, не запоминающимися. Но далее узор очень легко запоминается. Я вам сейчас расскажу принцип формирования узора, и вы легко будете вязать далее, не пользуясь этой схемой. Если вы хотите связать дорожку как на этой схеме, то ряд, где мы вяжем изнаночную, накид, 3 лицевые петли вместе лицевой петлей, накид и изнаночную петлю, мы провязываем через 3 ряда, то есть в каждом 4-м ряду. Остальные ряды мы провязываем по узору. Если же вы хотите дорожку такую, какую вяжу я, то этот ряд провязываем через ряд, то есть в каждом 2-м ряду. При формировании треугольников нам необходимо, чтобы каждый следующий треугольник был больше предыдущего на 2 петли. Треугольник, который только что мы с вами провязали, состоял из 5 петель. Следующий треугольник состоит из 7 петель, следующий из 9. Чтобы увеличить треугольник на 2 петли, нам необходимо в 1-м ряду формирования треугольника сделать накиды в начале и в конце. То есть накиды мы делаем сразу после изнаночной петли и перед изнаночной петлей. Остальные петли провязываем лицевыми петлями. Таким образом мы добавили 2 петли, и теперь треугольник стал составлять 7 петель. Это мы провязали 15 ряд. Следующий 16 ряд четный. Все четные ряды мы вяжем по узору. Больше на четных рядах я не буду останавливаться, чтобы не затягивать видео. 17 ряд провязываем таким образом, чтобы накиды смещались к центру, формируя треугольник. С правой стороны делаем накид левее предыдущего, а с левой стороны делаем накид правее предыдущего. И чтобы количество петель осталось таким же, как и в предыдущем ряду, 3 центральные петли провязываем вместе лицевой петлей. И у нас получится в 17 ряду провязываем лицевую петлю, делаем накид левее предыдущего, лицевая петля, 3 петли вместе лицевой петлей, лицевая, накид правее предыдущего, лицевая петля. Количество петель у нас осталось таким же, 7 петель. Следующий 19 ряд также провязываем таким же образом, чтобы накиды у нас сместились к центру. Справа накид провязываем левее предыдущего, а слева правее предыдущего. И чтобы количество петель осталось тем же, 3 центральные петли провязываем вместе лицевой петлей. И у нас получится: провязываем 2 лицевые петли, делаем накид, 3 петли вместе лицевой петлей, накид, 2 лицевые петли. После провязывания 19 ряда у нас между накидами осталась 1 петля. Как только у вас остается между накидами 1 петля, то вы должны приступить к вывязыванию следующего треугольника. И в следующем 21 ряду мы должны увеличить треугольник на 2 петли, делая накид в начале и в конце, то есть после изнаночной и перед изнаночной петлей. Остальные петли провязываем лицевыми петлями. Мы треугольник увеличили на 2 петли, и он стал составлять 9 петель. В следующем 23 ряду мы провязываем так, чтобы у нас накиды смещались к центру. Делаем накиды с этой стороны левее предыдущего, а с этой стороны правее предыдущего. И чтобы количество петель у нас осталось тем же 9 петель, 3 центральные петли провязываем вместе лицевой петлей. В следующем ряду точно так же смещаем накиды к центру и провязываем 3 лицевые петли вместе лицевой петлей. И в следующем ряду делаем также: накиды смещаем к центру
И 3 центральные петли провязываем вместе лицевой петлей. И у нас после провязывания вот этого ряда, это 27 ряд, останется между накидами 1 лицевая петля. Как только остается 1 лицевая петля, то мы приступаем к вывязыванию следующего треугольника. Так как каждый треугольник у нас больше предыдущего на 2 петли, то и высота треугольника больше на 2 ряда. Итак, вяжем столько треугольников, сколько вам необходимо. Давайте вместе провяжем этот треугольник, и вам станет все очень понятно. Вяжем 15 ряд. Первая петля изнаночная. Делаем накид. 3 петли вместе лицевой петлей. Накид, изнаночная петля. Мы провязали петли дорожки. Далее вяжем петли треугольника. Сейчас у нас на треугольник приходится 5 петель. Нам необходимо 1 петлю добавить. Мы ее добавим, сделав накид сразу после изнаночной петли. И далее все петли вяжем лицевыми петлями. Провязываем 5 лицевых петель. Перед изнаночной делаем еще 1 накид, добавляя 2 петлю. И далее вяжем петли дорожки. Изнаночную петлю я провязала, делаю накид. 3 петли вместе лицевой петлей за заднюю стенку. Накид, изнаночная петля. Это у нас петли дорожки. И петли треугольника. Вот у нас 5 петель треугольника предыдущего. Добавляем 2 петли. 1 петлю добавляем сразу после изнаночной петли. Делаем накид. Остальные петли провязываем лицевыми петлями. 5 лицевых петель. И 2 петлю добавляем перед изнаночной петлей. Также делаю накид. И так вяжем до конца ряда. И следующий 16 ряд провязываем по узору. 17 ряд провязываем петли дорожки, изнаночная, накид, 3 лицевые петли вместе лицевой петлей за заднюю стенку, накид, изнаночная петля. Далее у нас идут петли треугольника. После провязывания 15 ряда у нас уже на треугольник приходится 7 петель. И нам необходимо провязать таким образом ряд, чтобы количество петель не изменилось, но сделать накиды со смещением к центру. Посмотрите, 1 накид у нас в 15 ряду сделан вот этот, другой накид вот он. И нам необходимо сделать с этой стороны накид левее него, с этой стороны правее. Как я вяжу? Я вижу накид, вот этот в 15 ряду, над ним лицевая петля. Эту лицевую петлю я провязываю лицевой петлей и делаю накид вот в этом месте. И у меня получается накид смещен к центру. Следующую петлю провязываю лицевой. 3 центральные петли провязываю вместе лицевой петлей за заднюю стенку, чтобы количество петель осталось прежним. Далее вяжу лицевую петлю, вяжу накид, который мы делали в 15 ряду, перед ним делаю накид, то есть смещаю его к центру. Вот эту лицевую петлю, которая у меня над накидом, провязываю лицевой петлей. Все, количество петель у нас осталось тоже 7 петель, и накид мы сместили к центру. Далее вяжем петли дорожки, изнаночная петля, накид, 3 петли вместе лицевой петлей за заднюю стенку, накид, изнаночная петля. Снова мы дошли до петель треугольника. Смотрю, вот накид, который мы делали в 15 ряду. Над ним лицевая петля. Я ее провязываю лицевой петлей и после нее делаю накид. Тем самым накид я смещаю к центру. То есть у меня накид получается левее предыдущего. Следующую петлю провязываю лицевой петлей. 3 центральные петли провязываю лицевой петлей за заднюю стенку. И следующую петлю также провязываю лицевой петлей. Вяжу накид, который мы делали в 15 ряду, и делаю накид перед ним, вот в этом месте, то есть он у меня получается правее предыдущего.
и петлю, которая у меня провязана над накидом, провязываю лицевой петлей. Все, петли треугольника мы провязали, их также осталось 7, и накиды мы сместили к центру. Итак, вяжем до конца ряда, и следующий 18 ряд провязываем по узору. 19 ряд провязываем петли дорожки, изнаночная петля, накид, 3 петли вместе лицевой петлей за задние стенки, накид, изнаночная петля. Далее вяжем петли треугольника, и нам необходимо провязать таким образом, чтобы количество петель не изменилось, а накиды сместились к центру. Для этого я провязываю лицевые петли, пока не дойдут до накида, который я сделала в 17 ряду. Вот этот накид мы сделали в 17 ряду. Провязываю петли лицевыми, петлю над накидом провязываю лицевой петлей, и после этого накида делаю накид. Вот так, он получается у меня левее предыдущего, то есть накид я сместила к центру. И 3 центральные петли провязываю лицевой петлей. Смотрю, у меня вот здесь еще один накид, я делаю накид перед ним, то есть я смещаю к центру накид в следующем ряду. Остальные петли провязываю лицевыми петлями. Петли треугольника мы провязали, сделали накиды, сместили их к центру, и между накидами у меня осталась 1 петля. Вяжем петли дорожки, изнаночная петля, накид, 3 петли провязываем вместе лицевой петлей за заднюю стенку, накид, изнаночная петля. Снова петли треугольника, вяжем их точно так же, 2 лицевые петли. Дошли вот до накида, который мы сделали в 17 ряду. После этого накида мы делаем накид, сместили его к центру. Провязываем 3 лицевые петли за заднюю стенку лицевой петлей. Снова дошли до накида. Перед этим накидом делаем накид, сместили его к центру. И оставшиеся петли, 2 петли, провязываем лицевыми петлями. И так вяжем далее до конца ряда, и следующий 20 ряд вяжем по узору. 20 рядов узора мы с вами провязали. Вот так у вас должно получаться. Уже видно формирование треугольника. И обратите внимание, что при провязывании 19 ряда у нас в треугольнике между накидами осталась 1 петля. Значит, в следующем 21 ряду мы должны увеличить треугольник на 2 петли, сделав накиды после изнаночной петли и перед изнаночной петлей. И так вяжите далее, формируя треугольники. Вот так у вас должно получаться. Каждый следующий треугольник больше предыдущего. За счет того, что мы делали накиды, смещая их к центру, и провязывали 3 петли вместе лицевой петлей, у нас получаются вот такие треугольники. Итак, вяжите самостоятельно столько треугольников, сколько вам необходимо. Провязала я необходимую высоту кокетки. По моему расчету получилось 64 ряда. Сейчас у меня в раппорте 20 петель. Так как я набирала 14 раппортов, то на спицах у меня 280 петель. Высота кокетки 16,5 сантиметров. Петли, которые у нас сейчас находятся на спицах, делим на рукава, на перед и на спинку. Я на рукава отложила по 54 петли, на перед оставила 91 петлю, а на спинке 81 петля. Как посчитать, сколько петель оставить на рукава, на перед и на спинку, я вам рассказывала в первой части видео. Обязательно посмотрите по ссылочке в описании. Далее буду вывязывать азиатский росток, но перед тем, как вывязывать росток, мне придется распустить один ряд. Обратите внимание, вот это петли рукава у меня отложено, помечены маркерами. И вот этот маркер у меня отделяет петли рукава от петель спинки. И у меня получилось, что начало ряда у меня находится в этом месте. Идеальный вариант, когда у вас маркер, отделяющий рукав от спинки, попадает ровно на начало ряда. Но у меня так не получилось.
Поэтому перед вывязыванием ростка мне придется распустить эти петли и распущу еще 64 ряд, потому что азиатский росток начну сейчас вязать по изнаночной стороне, а по изнаночной стороне лучше вязать те ряды, которые у нас вяжутся по узору. По узору у нас вяжутся все четные ряды, поэтому 64 ряд распущу и изнаночный ряд у меня получится четный. Как я буду вязать азиатский росток, я вам покажу в следующей части видео. Его буду вывязывать сразу с подрезами. Если вы умеете вывязывать азиатский росток самостоятельно, то вяжите самостоятельно. Если же вам нужна моя помощь, то переходите в следующую часть видео. Все ссылочки будут добавлены в описании под видео и подсказки в правом верхнем углу экрана. Если вам понравилось вязать вместе со мной, мои видео были полезны для вас, то, пожалуйста, поддержите мой канал подпиской, лайком или комментарием.